Многие поэты называли область Гарфаняна зеленым островом Тосканы, и действительно, эта долина, хоть и располагается недалеко от Луки, Вьяреджо и побережья Версили, по-прежнему остается замкнутой в себе, как потерянный ларец с драгоценными сокровищами между Альпами и Апеннинами. Совершенный контраст, не совпадающий с воображением о Тоскане. Здесь невозможно увидеть ту самую тосканскую открытку с виноградниками и высокими кипарисами вдоль извилистых дорог. Северная часть нашего региона имеет более суровый вид. Здесь по-прежнему, защищенные могучим сосновым лесом, проходят совсем не скучные будни средневековых городов с военными фортами, чудесными горбатыми мостиками, перекинутыми через реки, и крошечных деревень, пропитанных народными традициями. Область Гарфаняна берет свое начало у истоков реки Серкю, которая протекает между крутыми вершинами Апуанских Альп и горами Эмильянских Апеннин, северо-западной территории провинции города Лука. Термин происходит от латинского «castrum carfaniensis». Это был могущественный римско-византийский каструм, часть оборонительной системы, созданной, чтобы предотвратить проникновение лангобардов в центральную Италию. Гарфаняна в основном развивалась в виде крошечных деревень, расположенных в небольших долинах, окруженных горами, и жила почти в симбиозе с лесом. Местные жители называли свою землю «великим лесом», и это самое точное описание ландшафта, где горы с белоснежными вершинами покрыты тысячелетними каштановыми деревьями, а воздух пропитан хвойным ароматом. Контролирует вход в эту горную страну и является его визитной карточкой мост Понте делла Маддалена, известный как мост дьявола, близ небольшого поселения Борго-Амаццано, который пропитан легендами о ведьмах и дьяволах, и где жители выращивают удивительно красивый цветок – адзалея дьявола. Такие оригинальные конструкции арочных переправ, переброшенные через бурные потоки горных рек, можно встретить в каждой деревне. Но это изысканное инженерное сооружение заслуживает восхищения своим внушительным размером, длиной более 90 метров и чрезвычайно характерной горбатой структуры с тремя арками разных размеров. Причем самая большая арка достигает высоты более 18 метров и похожа на выгнутую спину чудовища. Говорят, что сам дьявол построил его за одну ночь. Легенда гласит о том, что мастер-каменщик понял, что никогда не успеет закончить мост в установленные сроки. Пока он сидел в отчаянии на берегу реки Серкю, перед ним появляется дьявол, который предложил ему заключить договор. Лукавый закончит строительство моста за одну ночь, но взамен он возьмет душу первого человека, который пройдет через него. Мастер согласился, и дьявол сдержал свое обещание, построив мост за одну ночь, причем не без помощи его матери, которая принесла в своем чреве большой валун. Его и сегодня можно увидеть в центре реки, на котором стоит центральный столб.
недаемый угрызениями совести, мастер-строитель решил обратиться за помощью к деревенскому священнику. И вместе они придумали хитрый план – соблюсти дьявольский договор, но пустить через мост свинью или, по другим версиям, собаку. Обман удался. Тогда лукавый за нанесенную ему обиду хотел отомстить народу и разрушить свою работу. Но как только увидел в толпе крест, бросился с моста в воды Серкию. Но говорят, что в осенние дни он опять появляется в виде собаки, пробегая по мосту. Фактически до конца XVIII века, чтобы подняться по этим горам, покрытым хвойными лесами, было всего несколько небольших дорог, известных с времен римлян и даже времен Ганнибала, через которые он спускался в Этрурию. Эти узкие тропы более подходили для мулов и овец, чем для христиан, вынужденных переходить перевал из Тосканы в район Модена. Первая дорога была заложена в 30-е годы 17-го столетия по заказу великого герцога Джангостона ди Медичи на границе между Великим герцогством Тоскана, герцогством Модена и Республикой Лука. Но лес стал излюбленным местом беглецов и разбойников. Лет через 30 о том, чтобы наконец закончились злосчастные приключения торговцев и путешественников, задумались четверо: Пьер Леопольдо Лотаринский, великий герцог Тосканы, Франческо III, герцог Модены, и два знаменитых архитектора – Леонардо Хименес из Тосканы и Пьетро Джардини из Модена. Несмотря на определенные трудности предприятия, в те времена сотни людей меняли облик старого перевала, расширили узкие тропы, построили мосты через реки, разделив надвое широкой каменной лентой угрюмые горы и местность, которую они называли Боско-Лунго. Всего через 15 лет с начала работ было отпраздновано рождение новой дороги, которую сейчас называют СС-12 Абитоне-e-Бренерос. Это было в 1781 году. Так напоминают нам знаменитые каменные пирамиды, символы перевала Абитоне. Так, благодаря великим правителям родилась дорога, которая стала синонимом торговли и процветания, а не военных событий. Лабитоне находится на высоте почти 1400 метров над уровнем моря и получил свое название от огромной ели, такой большой, что ее не смогли обнять даже 6 человек с распростертыми руками, которые срубили, чтобы освободить место для дороги на Модену. С открытием Виа Моденезия в глухом лесу, менее чем в километре от перевала, было построено первое ядро будущего города. Появились удобные гостиницы, конюшни, таверны, фабрики и постоялые дворы, таможня и даже церковь. Семьи крестьян, прибывавших в горы, чтобы обеспечить содержание дороги, получали земли для строительства домов. Именно первые крестьяне и дали жизнь поселениям, которые сегодня составляют муниципалитет Абитоне. О туризме заговорили только в конце XVIII столетия, когда Лабитоне был открыт итальянскими, а точнее флорентийскими аристократами, которые стали проводить здесь летние месяцы и строить свои виллы. В эти места были влюблены многие известные персонажи. К примеру, итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини на своей вилле «Императоре» написал несколько страниц знаменитой оперы «Девушка Запада». И только в начале 20-го столетия Лабитоне становится горнолыжным курортом благодаря моде на лыжи, привезенной из Норвегии.
Чуть позднее Лабитоне превратился в один из самых известных горнолыжных курортов Италии, где со склонов спускаются 5 из 40 горнолыжных трасс и обслуживаются 17 современными быстрыми подъемниками. Когда-то именно лес давал жителям пропитание: каштаны, лесные ягоды, грибы, мясо диких животных, взращивали зерновые, бобовые культуры, а овцеводство давало молоко и сыры. Поэтому блюда традиционной кухни Гарфаняны состоит из простых ингредиентов. Эти домашние рецепты отражаются во многих местных блюдах с подлинным вкусом и древними ароматами Гарфаняны, богатой лесом. Каштановый хлеб и лепешки, тальятели с заячьим соусом, полента с грибами, колбасы, дичь, сыры, творог, супы из полбы и бобовых – типичные злаки этого района, и сладкие пироги с рикоттой или яблоками с изюмом. И заканчивают парад знаменитые тосканские кантучи, которые макают в вин Санто. Земля Гарфаняны богата средневековыми внушительными крепостями, впечатляющими пещерами и природными заповедниками, но долгое время была отрезана от туристических маршрутов, возможно, из-за сурового аспекта. Вскоре красота ее нетронутых холмов стала привлекать внимание, и не только в зимние месяцы. Эту область приятно посетить с апреля по октябрь. И если вам интересно узнать о Гарфаняне побольше, свяжитесь со мной. Любителям природы и легенд скучно точно не будет, ведь в Гарфаняна невозможно попасть случайно, ошибившись дорогой. В эту природную сказку приезжают с намерением убедиться, насколько разная и неизведанная наша Тоскана.